Так, ну что у нас сегодня? 7 января. Россияне радостно празднуют Рождество. У них все прекрасно, хорошо, видимо. Небольшие такие вот ответы на вопросы. Да, извините, что я вам накидал информации по разливу фекалий в горячем ключе в 2 Рождества. То есть 24 числа у меня появилась эта информация. И я перед Новым годом опубликовал одно видео. И вторая информация у меня появилась 4 января этого года. И вот я публикую, насколько это возможно. То есть в Испании уже рабочий день. Все, праздники вчера все закончились. А душа хочет праздника, хочет еще продолжения. Кстати, я вас сейчас попрошу, пожалуйста, неожиданно обратил внимание. То есть я на самом деле это делаю для того, чтобы как-то вот в идее самозащиты и взаимопомощи помогать вам. Я обнаружил сегодня, посмотрел статистику неожиданно, я редко это делаю, и увидел, что, вдумайтесь в это, 95% моих зрителей это те, кто не подписан на меня. 95%. Поэтому, только 5% это подписчики. Поэтому подпишитесь. Еще я заметил, то есть у меня там, понятно, как и у вас, несколько телефонов, соответственно, несколько аккаунтов Google. Я заметил, что на некоторых видео они у меня в рекомендованных не появляются. Проверьте, пожалуйста, это супер важно. Проверьте, пожалуйста, колокольчик вот этот, уведомления, чтобы стояли все уведомления. Кликните на нем еще раз, чтобы вот этот вот звоночек по полной работал. Все, чтобы уведомления приходили. Почему это важно? Я видео делаю и стараюсь делать видео, если не каждый день, хотя стараюсь каждый день, но как минимум через день. И стараюсь там разную солянку вам давать, такую винегрет, оливье, как хотите называйте. То есть разные видосики, те, которые касаются России, Испании, юридических вопросов, экологических вопросов, там еще чего-то. Важно, чтобы вы эти все видео видели, потому что один день у меня вдохновение поговорить с вами о Конституции, другой день, вот как мне присылают видео с мест по поводу экологических преступлений в горячем ключе, я обрабатываю эту информацию. Третий день я просто пошел погулять и красивых видов вам записал Испании. А четвертый день решаю вопросы миграционные и рассказываю вам об этом. То есть надо, чтобы были все уведомления. Еще у вас прошу, и это критически важно, писать мне в комментариях, потому что я хочу делать то, что вам надо. То есть, если вы мне в комментариях пишете, мы хотим это, не знаю, может быть вам нужно, может быть вам хочется от меня услышать моего картавого разговора о кухне Испании. Давайте сделаем какой-нибудь обзор, как дедушка Ленин картавит, я шучу над собой, и рассказывает о кухне вот здесь, в пригороде Бенидорма, в провинции Аликанте. Может быть, вам больше нужно информации по иммиграционным вопросам. Я могу рассказать то, что знаю по этой теме. Я знаю что-то, но процедуры все время меняются. В общем, пишите комментарии, пишите их подлиннее, ваши хотелки. Спасибо тем, кто пишет. Есть такое количество людей. Ставит лайки, дизлайки. Я на это обращаю внимание. Да, дизлайки тоже мне
критически важны, я хочу понять. Но вот понимаете, одно дело дизлайк или лайк, а другое дело, если вы поставите этот лайк и напишите, или дизлайк, окей, ваше дело. И культурно, без матов, без оскорблений напишите, что вам не понравилось, что вам понравилось. Намного более эффективно для меня. Я все-таки для вас это делаю и стараюсь сделать так, чтобы вам это было интересно. Так, ну давайте с конца. Чуть-чуть пробежимся. Первое, по иммиграционным вопросам. Полный тупик, full stop. Общаюсь с разными НКО в Испании. Красный Крест, АСЭМ, КАЕР, САЕР, не знаю, как хотите называйте. Какие-то новые появляются, которые они друг друга рекомендуют. К чему я пришел, к какому выводу я пришел? Первое, СИТу, то есть запись на прием, национальную полицию получить нереально. Все. Я на настоящий момент исчерпал все возможные варианты. То есть я ходил прямо в офис национальной полиции. Приходил и спрашивал, что делать. Вот ну нету, во всей Испании нету этой записи на прием. А я не могу во всей Испании. Я могу только вот в том месте, где я живу. Потому что тут по прописке, извините, как в хорошем Советском Союзе. А тут тем более ничего нет, потому что в этом месте живут много мигрантов. Без записи ни одна полицейская душа вам не поможет. То есть вы не можете прийти и сказать, ой, я хочу, чтобы мне вот сделали эту процедуру. А первое, что вы на входе в полицейский участок национальной полиции вас спрашивают, есть ли у вас СИТа, то есть запись на прием. Если вы говорите нет, ну, вам могут что-то подсказать, не то, чтобы сразу посылают, могут что-то подсказать, но не более. То есть никакую процедуру вам не сделают. А эту СИТу нет, ее невозможно найти. Я и ночью ищу, и в 3 ночи, и в 4 ночи, и когда хочешь, нету ничего. Подключал этих ботов, это все развод на деньги. То есть бот присылает тебе информацию ночью. Люди спят. Ты идешь, пытаешься записаться, и нету, уже не успел. То есть вроде ты за бот заплатил, вроде какую-то информацию тебе присылает, что есть эти записи. Идешь туда, а их уже нет. И ты не можешь проверить, были эти записи, или это бот генерирует эту информацию произвольно, чтобы делать вид, что что они работают, эти боты. И, в общем, я завязал с ботами, потому что, ну, не могут быть такие ситуации, что ты буквально там 20-30 секунд тратишь глубокой ночью и ничего не получаешь. Так, что еще? Перекупы. В Испании целый бизнес по перекупам СИТ. То есть некие люди говорят, что они даже прямо напротив полицейского участка сидят в Локитории. Это такой типа магазинчик, обычно держат иммигранты, их пакистанцы. И вот эти вот в Локитории ты можешь зайти и спросить СИТу, и спросить, как ее купить. Прямо напротив полицейского участка, ну, допустим, национальной полиции. Никогда так не делал. Но знаю, что есть перекупы, знаю, что они рекламируют свои услуги в разных русскоязычных каналах. Обычно это перекупы перекупов. Что я имею в виду? Есть некие чуваки, говорящие по-испански. Скорее всего, не испанцы, а какие-нибудь там колумбийцы, венесуэльцы, которые каким-то образом, то ли за счет коррупционных связей с полицейскими, то ли за счет владения испанским языком, возможности позвонить туда, в полицейский участок. Не знаю, то ли там, не знаю, божественное какое-то провидение на них сходит. Они каким-то образом могут записывать вас на эти СИТы. Вот прям гарантированно. Именно вас, потому что там эта запись, она проверяемая. То есть можно проверить, что именно тебе эту СИТу выдали. По крайней мере, я знаю, как это делать. Через официальные сайты электронного правительства Испании. И есть русскоязычные товарищи, украиноязычные, которые
ВКонтакте с теми оригинальными испаноязычными перекупами. И по сути они просто посредники. То есть там, не знаю, эта сито стоит 50 евро, más o menos. Вот. И вам эти русскоязычные перекупы продают эту ситу за 250, за 200-250. Что я видел? Ну, во-первых, я знаю людей, которые покупали ситы, но помимо самой ситы еще нужно купить и прописку. То есть бывают ситуации, скорее всего это мой случай, когда есть эти записи на прием, то есть сита это запись на прием, предварительная. Бывают ситуации, когда есть записи, ну, допустим, это в Экстремадуре, это противоположный конец Испании от меня, около Португалии. Так вот, чтобы там в полицейский участок податься, нужно еще и прописка в Экстремадуре, а у меня прописка в Аликанте. То есть, что мне нужно сделать? Мне нужно купить прописку, купить эту ситу, поехать через всю страну, зайти в полицейский участок, если бы я пользовался услугами перекупов, зайти в полицейский участок, показать свою текущую красную карточку, фотографию дать свою, полицейский посмотрит на мои документы, посмотрит мой паспорт, вероятно, и выдаст мне такую же красную карточку с новой фотографией и с новым сроком годности на год. Все. Это чисто техническая процедура. Он тебя не интервьюирует, он тебя не... Ну, в общем, ничего с тобой полицейский не делает по существу. Он просто видит, что ты здесь, что у тебя эта карточка есть, что ты пришел, дал ему новую фотографию и все. Никаких действий по рассмотрению твоего кейса он не предпринимает. Вот. Я, например, загружаю, поскольку у меня ситуация меняется, она ухудшается. Не буду говорить как, но она ухудшается. В моем беженском кейсе я вот эти новые данные по ухудшению ситуации, я их подгружаю в электронном виде, потому что у меня есть электронная цифровая подпись. И я теперь могу с правительством Испании общаться через электронное правительство, подгружать свои документы онлайн. Вот. И последнее про ситы. Когда я получал эту красную карточку в полицейском участке в Йомбригате, Hospitalet de Llobregat, это пригород Барселоны, я видел, как немец кричал о том, что он купил ситу за 250, а его отказались по этой сите принимать. И когда я подошел к этому немцу и попросил его по-английски, попросил его прокомментировать его ситуацию, меня буквально за руку оттащил полицейский и сказал, что вот, типа, со мной займись, ты мне нужен. То есть он буквально мне вежливо, но не дал возможности проинтервьюировать этого немца. А я его хотел расспросить в подробностях, как он купил эту ситу, почему его не приняли по этой сите. Ну, одно из предположений, что немец просто неправильный вид услуги у полиции попросил по сите. Второе предположение, ему продали ситу не на него, то есть на кого-то другого. Но меня буквально вытащили и не дали проинтервьюировать этого немца. То есть это тоже возможная ситуация. И я общался с многими НКО. Они, во-первых, не готовы тебе помогать из Барселоны, если ты в Аликанте. Ты должен в валенсианском сообществе пользоваться помощью НКО. А в валенсианском сообществе тебя спрашивают, а ты откуда? Я говорю, я из провинции Аликанте. То есть 3 провинции в валенсианском сообществе. Они говорят, окей, тогда обращайся к нашим коллегам в Аликанте, а не в Валенсии. Хотя я со своей пропиской могу, как я понимаю, в любой точке валенсианского сообщества пользоваться услугами национальной полиции. То есть они тебя хороводят неделю. И все это закончилось тем, что я поговорил по-английски, правда, по телефону с каким-то юристом, он мне сказал, ни в коем случае не покупай ситу. Вот, это его рекомендация. И при этом он сказал, мы не помогаем ситами. Резюме. Кроме как пойти купить у криминала вот эти вот ситы, никакого сейчас шанса для меня обновить эту ситу, ну, в смысле, тархету Роха, я пока не вижу. Через месяц мне ее нужно обновлять, я шансов обновить ее не вижу. Вот. Вот такая вот ситуация. Жду я
Значит, подался я 3 апреля 23 года. Вот. На 24 год это год. И вот почти 2 года прошло с момента моей первичной подачи манифеста на беженство. Я до сих пор не знаю решения по своему кейсу. Вот так вот. Ну, для Испании 2 года это прям супер быстро. Не срок. Вот такая вот бюрократия. Подумайте о том, хотите ли вы становиться на вот этот достаточно долгий... Ну, то есть у меня-то выбора не было. Но если вы, допустим, имеете возможность не восстановиться беженцем, например, ну, во-первых, испанцы, как я понимаю, многим отказывают. То есть процент отказов в Испании примерно такой же, как и по Евросоюзу. И я ни разу не слышал, чтобы испанцы признавали отказ от мобилизации как основание для того, чтобы предоставить беженство. Французы, да, читал об этом. Испанцы нет. Так, еще раз подпишитесь, проверьте уведомления, что вам все уведомления приходят. И напишите мне комментарий, были ли у вас случаи, кто за какие сроки получал это беженство. В моем понимании ситуация сейчас с беженскими кейсами, вообще ситуация с миграцией сейчас ухудшается. Ну, во-первых, нету такого вот надрыва, накала, который был в 22 году, когда для людей эта война была еще понятной и люди ее чувствовали. Сейчас уже европейцы подпривыкли к этому, они подустали этих новостей, им уже не интересно. То есть эмоционально они уже не вовлечены, если так сказать. Второй момент. НКО перестали получать бюджеты, а за бесплатно вам никто не будет помогать. Не рассчитывайте на это. Вот. Мне никто не помогает сейчас. Вообще. Ни Красный Крест, хотя я формально на этой программе, ни какие-нибудь там АСЭМ или еще кто-то. Никто. Zero. И испанцы, я так понимаю, бюрократия испанская решила, что ну раз вот 25 мая 2025 года будут новые правила для беженцев, новые правила там по ряду программ, не только, по-моему, не по беженцам, будет по оседлости, ну, короче, новые миграционные правила, такое достаточно сильное изменение, которое впервые проводится с, как я понимаю, за последние 12-13 лет. Вот испанцы, я так понял, решили расслабиться и вообще не торопиться, дождаться уже, когда вот эти вот изменения будут. Хотя сейчас еще действуют старые правила, но я так понимаю, что уже бюрократы расслабились и ждут этого прекрасного момента, когда новые правила вступят в силу. И что еще? Да, ну и если вдруг мимо вас пролетело, они потихонечку начинают закручивать гайки. То есть вот так называемые золотые визы, когда вы могли за какие-то инвестиции получить ВНЖ или ПМЖ, не знаю, не помню. Я этим не занимался, и у меня нет таких денег. Ну, короче, вот эти золотые визы за инвестиции, они по сути отменяются с апреля этого года. То есть, кто успел податься, этим людям применяют старые правила действующие, всем новым уже нет. И, соответственно, если у вас сейчас золотая виза, то обновить ее вы не сможете. То есть, по текущей, если она действует, ну, допустим, ближайшие 2 года, то вы по ней живете, то есть никто ее не отзывает, но новую вы уже по этой программе не получите. Придумывайте что-то другое. Ну, я думаю, это связано с тем, что рынок недвижимости, эти золотые визы подогревают. Люди приезжают, покупают недвижимость в Испании, получают это ВНЖ на основании их инвестиций в недвижимость. 500 000, как я понимаю, там входной порог. Я могу ошибаться в цифре. Ну, пускай это 500 000. 500 000 для Испании это такой средненький домик. Ну, то есть вот на улице тут полно риэлторских фирм, которые продают дома по 3, по 4 миллиона, по 1 миллиону. То есть тут квартиры стоят в районе 200 000.
такие обычные для жизни, поэтому 500 000 не такая уж и большая сумма для Испании, для инвестиций в недвижимость. Ну, видимо, решили, что надо закрыть эту лавочку, во-первых, чтобы мутные всякие типы не приезжали, во-вторых, чтобы не разогревался рынок недвижимости, он и так перегрет. Все я хочу про недвижимость поговорить, но никак не соберусь. Большая тема, поэтому думаю, как мне подступиться. Так, это что касается миграционных вопросов. Это сегодня я занимался этим. Вот. Что касается тупик.